привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Хочу сегодня показать вам свои покупки из секонд-хенда. На этом моем канале было давно не снято новых роликов, но было, конечно, что показать сегодня. Находки свои сегодня представляю вашему вниманию. И давайте приступим. Не буду долго затягивать это видео. Сначала покажу те покупки, которые купила буквально сегодня, буквально 10 минут назад приехали домой, и я, конечно, не смогла пропустить вот ту возможность, которую хочу поделиться с вами. В общем, первая вещь, которую я купила, это вот такая рубашка. Я покажу все покупки в примерке. И вот это моя новая рубашка, очень люблю. Это Carhartt Hart. Я знаю, что это очень дорогой магазин, что состав одежды из этого магазина очень достойный. Досталась мне эта рубашка всего за $2. Очень приятная ткань и вышивка просто великолепная. Нравится мне, что есть отделка воротника и манжета в именно таком стиле. Это ткань в полосочку. По составу мне эта рубашка очень понравилась. Конечно, я в первую очередь смотрю на состав материала и только после этого, конечно, покупаю. Это стопроцентный катон. Классная, стильная такая, в стиле бохо, с джинсами, думаю, будет очень классно смотреться. Хорошая длина, можно заправить в брюки, в джинсы. В общем, такая вещица, мимо которой, конечно, я пройти не смогла. Внутри все сделано просто великолепно. Всегда смотрю на внутреннюю отделку, так как я какое-то время занималась именно пошивом одежды и шила на заказ, поэтому все тонкости этого дела мне известны. В общем, вышивка натуральная, это не аппликация, это не на какие-то накладные детали, это натуральная вышивка. Сочетание фактур материалов, фактуры совпадают, но оттенки и стиль, в общем, классная рубашка. Надеюсь, что она приживется в моем гардеробе. Следующую вещь, мимо которой тоже я не смогла пройти, конечно, это Michael Kors. Много есть у меня и одежды, и сумок от Michael Kors. Это такой средний сегмент, но тем не менее качество у этой одежды великолепное. К тому же досталась она мне тоже за $2. Естественно, вот эти вот навесные держалки я всегда отрезаю, они абсолютно не нужны, но очень как могут испортить, скажем, ваш внешний вид, если вдруг какая-то из этих петелек вдруг вырвалась на свободу, поэтому отрезаю сразу. Есть маркировка на фурнитуре, есть маркировка, и это такая базовая вещь. V-образный вырез удлиняет шею, горизонтальная, вернее, полосочка акцентирует внимание на груди, если у кого она есть, конечно. И вот такая классика, базовая вещь, абсолютно, думаю, впишется в мой гардероб. Есть у меня к этой классной вещице и брюки, есть и жилеты. В общем, обыграть можно абсолютно по-любому. Сочетание вот такого коричневого, хаки оттенка и черного. В общем, классная вещь, базовая, вполне, думаю, впишется и буду носить ее с удовольствием. Ну и следующая, одна из таких базовых вещей, купила только потому, что она абсолютно новая. Вот такая оверсайз белая футболка, всегда нужна как база. И это сейчас я вам покажу. Вот такой лейб, стоило в магазине вот столько и за эту футболку я заплатила. Неровный срез по низу, с задней части она, видно, приспущена, с передней части слегка приподнята. Как база вполне классная, очень хорошее качество, приятная основа. По составу я уже ощущаю, что есть в этом составе небольшая часть акрила, но и, как правило, да, 40% катон, модал 48%.
и спандекс. В общем, состав хороший, вполне такие вещи, они у меня, как правило, приживаются на мне. Вот такая же белая футболка, и как база она просто необходима. А сейчас, мои дорогие, я покажу вам те вещицы, которые я купила ранее, но которые уже ношу с удовольствием. И сейчас одна из первых вещей, которую хочу вам показать, это вот такой кардиган. Вот этот кардиган, кстати, я купила к новогодним праздникам, красный, винный, красивый оттенок от Chicos, но еще не надевала. Есть ценник, в общем, достался он мне за $2, стоил он $46 в магазине. Почему бы не купить? Приятный такой тонкий трикотаж, красивый винный оттенок, рюшка вот такая завлекалочка, думаю, с длинными сапогами, с какой-то базовой основой, либо в черном цвете, может быть, внутренняя вся основная часть, и поверх вот этот вот кардиган будет акцентом, тоже классно будет смотреться. Кстати, хорошая длина у этого кардигана, ну и хороший, конечно, вот такой бонус от Chicos. Следующий кардиган, который я уже надевала, и он себя оправдал, мои дорогие, кто смотрит мой инстаграм, меня уже могли там видеть, кто, возможно, смотрит мой телеграм-канал, тоже могли в этом кардигане меня уже видеть. Надевала, да, этот кардиган тоже стоил $49, почти $50. Ценник, конечно, я сняла, надевала его. Хорошо смотрелся он с платьем, с приталенной формой и с слегка расширенной к низу кромкой ажурной. Классно смотрелся, с длинными сапогами. В общем, такой забавный вариант. Особенно если вы вечеринку проводите где-то в более таком холодном помещении, то у меня, кстати, вот этот кардиган очень классно выручил. Отличное качество, в общем, и в повседневной жизни его вполне можно надевать, так что вот такой классный кардиганчик тоже купила за копейки, несмотря на то, что в магазине он стоил вполне такую приличную сумму. Я не считаю, что можно выбрасывать деньги именно вот на тряпочки. В принципе, это вещи, которые поносил, отдал, передал. Я много вещей отдаю на благотворительность, много вещей отдаю родственникам, поэтому покупаю то, что нравится, и то, что именно вот актуально на сегодняшний день, на сегодняшний момент. И следующую вещицу, которую хочу вам показать, это рубашка. Рубашки я очень люблю, они очень, скажем, эффективны, и они очень... Слово, как это называется? Можно эффективно использовать в любом аутфите. Напишите, как это слово называется. Очень универсальны, да, они очень универсальны, потому что можно надевать эти рубашки как в отдельном аутфите, используя просто джинсы, просто рубашки. Можно подобрать, кстати, вот под эту рубашку и какие-то брюки в тон, либо, возможно, в противовес, да. Мы, как правило, знаем, что нужно правильно сочетать одежду либо монохром, либо контраст полный. Вот эта рубашка просто великолепная. Посмотрите, какой нежный рисунок. Я не знаю компанию эту, но я просто влюбилась в эту рубашку. Такая милота, одновременно сочетающаяся с таким стилем хаки, милитари, и вот такой милый вариант. Мне очень понравилась эта рубашка. К тому же я, конечно, в первую очередь, как я уже говорила, смотрю на внутреннюю отделку. Отделка внутри выполнена просто великолепно. Это просто шедевр. Это на высоте все выполнено. Все швы ровные. Бельевой шов изнутри. Причем бельевой шов выполнен и по канту проймы. Так что я на это тоже обращаю внимание. Очень аккуратно выполнена сама вот эта кокетка, тоже которая вшита изнутри. И к тому же ткань по горловине выполнена из другого оттенка. Есть вот такая петелька. В общем, обращаю внимание я на все такие детали, даже если я не знаю компанию, если даже я не знаю производителя, я все равно покупаю, потому что качество, оно на первом месте. И, в общем-то,
К тому же состав этой рубашки меня тоже порадовал. Стопроцентный катон, классная рубашка, вот такая великолепная вещица попала в мой гардероб. Пуговицы, пристегиваться может сама вот эта вот деталь воротника, можно отстегнуть, можно как стоечку поставить. В общем, вот такая рубашка, с которой можно поиграть, мне очень-очень нравится. Ну и шедевром сегодняшнего показа, конечно, хочу показать вам рубашку, которую приобрела совсем недавно. Нет, это еще не конец, конечно, это просто шедевр из рубашечного, как сказать, ассортимента, да, но еще в конце я покажу вам классную вещицу, которая меня просто в восторг привела и которая будет сочетаться со всеми предыдущими показанными вещами, так что досмотрите до конца и дождитесь этой классной простой вещицы. Следующая рубашка, это рубашка от Chicos. Опять-таки обращаю внимание ваше на детали и всегда обращаю сама на это внимание, на то, что из разной ткани, из разного принта ткани выполнены все детали, как внутренняя часть горловины, так и внутренняя часть манжета, и это очень придает эстетики вот этой форме, да, рубашки, хотя сам принт простой довольно-таки, да, листья, лепестки вполне себе может подойти как гавайский стиль, но тем не менее рубашка очень такая многофункциональная. Можно обыграть ее как с обычной голубой футболкой, с белой футболкой, с синей футболкой. Можно надеть эту рубашку поверх, можно надеть ее самостоятельно, сочетая с джинсами, с шортами, с брюками белые, голубые, в общем, все и зеленые одновременно. Вы видите, как разнообразен вообще спектр применения вот этой рубашки. Я вижу, что у нее винтажный вид, но это добавляет ей именно вот этой эстетики. Состав этой рубашки тоже великолепный, и, как правило, я всегда обращаю внимание на внутреннюю отделку. Внутренняя отделка, бельевой шов. И, мои дорогие, если вы видите незнакомую вещь в секонде, в любом магазине, и если внутренняя отделка, кстати, вот рубашек в частности, выглядит вот таким образом, как обработка бельевым швом, то есть внутренняя отделка, не видно вам обработки зигзагом, то не думая берите эту вещь, потому что это говорит о отличном и высоком качестве производства. К тому же обращайте внимание на то, если выполнен в бельевом стиле, бельевым швом обработана и пройма, то есть вот вырез по руке, пройма сама выполнена тоже в бельевом стиле, тоже это будет такой показатель, что вещь очень качественная. И, естественно, обращайте внимание на обработку самой вот этой планки. То есть планка тоже должна выполнена быть таким образом, что все швы должны находиться внутри. Вы не должны видеть обработанных краев и обработанных швов. Это первый признак того, что вещь выполнена очень качественно. Вот такая классная вещица. Ну и, как я уже обещала, напоследок сегодняшнего обзора хочу показать вам вот эту простейшую, на первый взгляд, вещицу. Это вещь тоже от Chicos. Она была без бирки, но она в абсолютно новом состоянии. Это вот такой тяжелый трикотаж, трикотажное полотно. Оно выглядит на первый взгляд как кольчужка такая, да. На хорошей фигуре будет просто облегать тело и выглядит просто великолепно. Цвет я купила, честно говоря, из-за цвета, потому что цвет как раз мой, брюнеткам такой синий оттенок, холодный оттенок очень хорошо подходит. Кстати, вот я сейчас смотрю на брюнетках, думаю, что блондинок этот оттенок тоже будет очень классно украшать и освежать. К тому же это такая базовая вещь, которую можно надевать под рубашки, ну, в частности, под эту рубашку, которую я вам ранее показывала. Сейчас вот так
совмещу, да, как это будет освежать, если у вас будут джинсы, брюки вот совпадать вот с этим оттенком, как заиграет по-новому и сама вот эта внутренняя вещица, и как рубашка будет по-другому играть. В общем, классная вещь, базовая, к тому же сочетаться она может абсолютно с любыми вещами, и я вообще считаю, что вот вещи, которые имеют плотную текстуру и к тому же имеют облегченную форму, облегченный силуэт, то есть без рукавов, да, вполне носибельные и в холодное, в зимнее, в осеннее время. То есть если, как правило, в помещении жарко, вы можете снять пиджак, рубашку, то, что надели наверх в качестве утепления, и остаться вот в этой классной вещице, это будет просто великолепно. К тому же вот это идеальный фон для носибельности каких-то украшений и бижутерии. Думаю, классно будут здесь выглядеть либо монохромные какие-то украшения в этом же синем оттенке, либо контрастные, вполне подойдут и какие-то яркие красные, зеленые, тоже сочетания будут классно смотреться. Вот такие варианты, вот такие нюансы. В сегодняшнем видео я вам предложила, показала то, что купила, и прям сегодня все, что было прям актуально на сегодняшний момент, и то, что я купила буквально несколько дней назад. Надеюсь, видео вам понравилось. Если понравилось, не забывайте пальчики вверх ставить. Кто не подписался, подписывайтесь. Я жду вас на остальных своих каналах по винтажной антикварной бижутерии и по уходу в домашних условиях. Те маски, те процедуры, которые вы можете сделать самостоятельно, я вам показываю на своем канале Ксана. Оксана, буду вас рада видеть. Я очень буду рада вас видеть и на тех моих других каналах. Всем мира, добра и красоты! Обязательно поделитесь этим видео для того, чтобы как можно больше женщин знали, что красота и вещи брендов и каких-то дорогих марок можно купить абсолютно недорого. Просто посещайте секонд-хенды в своих городах. А с вами была Оксана. До встречи в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.